К сожалению, не получилось суббота-воскресенье, но мы обещали, и мы здесь. Всем доброе утро. Доброе утро. Так, как слышно, Галя? Как слышно? Надеюсь, хорошо. Так. Давай, проверяй. Все, уже, наверное. Так, дорогие подписчики, ну давайте подгребайте. Подгребайте. Открой. А вот. Тебе надо открыть, да? Подгребайте. Так просто не это. Ну, понятно. Кто попал и не зайдет. Так. Давай, проверяй. Все, хорошо, да? Уже, наверное. Так, дорогие подписчики, ну давайте подгребайте. Шикарная слышимость, все, выключай. Вот. Забирай звук. Да? Подгребайте. Просто не это. Выключай, зайка, то будет слышно. Все. Так, дорогие подписчики, всем доброго утра. Понедельник, 9 часов утра. Мы с Галочкой уже сидим в кафе, выпили кофе, смотрим на чистое небо. Нашли какое-то местечко, надеюсь, будет ловить. Кто из вас уже в эфире, давайте задавайте вопросы. Галочка, пока расскажи, как ты проживаешь зиму. Нам с Галочкой одинаково зима, нам не хватает времени на творчество. Она такая интересная, что вы понимали. Я ее вот 2 минуты назад спросила: Вика, о чем мы говорим? Она мне так и не сказала. Вот понимаете, что это я вам говорю к тому, что это настолько прямой и откровенный разговор, что вот реально как будто мы с ней вдвоем. Да. Как будто мы там не для показухи, ничего мы не хотим приукрасить. Вот как есть у нас, так и есть. Как я проживаю зиму? Это первая зима, когда я очень мало плаваю. Мне это не нравится. Сегодня утром встала в 5, проснулась, не встала, а проснулась в 5:20, посмотрела 5:20, на часы. Да? Посмотрела на часы и говорю: Галечка, это я так себя зову, мне так внучки, когда были маленькие, так звали. И я теперь себя так люблю и так зову: Галечка. Галечка, давай не выдумывай, спи еще. Но я немножко повалялась и встала. У меня такое ощущение, что мало интернет ловит. Оно, да, говори. Притормаживать будет интернет? Не, я сейчас переключу на твой. Говори. Вот. И как проходит мой день? Например, если у меня больше 2-3 дел, я обязательно уже себе пишу. Я пообещала кормить кошечку. Да. Меня попросили, чтобы я туна ее не только сухим кормом, а туной консервочкой сегодня накормила. Потом я полечу к подруге. Я для других подруг, у нее у мужа плантация каркаде. Вот я помогаю, так сказать, распространить. Просто за спасибо, чтобы вы понимали. Никакого тут бизнеса нет. Дальше. Вот смотрите, уже на утро. Встреча с Викторией. Потом поеду забрать каркаде. Потом пойду кошечку кормить. И это я только до 12. Почему не сходится плавать в этом году? Почему, Галя? Вот что такое? Галя, а как мы с тобой познакомились? На море, да? На море. Ой, я обещала рассказать. Точно. Она не знает, что я сейчас буду говорить. Да? Да, дорогая. Все вы помните, кто долго смотрит Викторию, этот случай, когда у нас один, простите за грубое слово, дебилоид, потому что ему другое не подойдет. Да, не подойдет. Да, выбросил в море, ну, видимо, по указанию своих хозяев, выбросил в море несколько коробок. Бери крем для рук. Очень приятно. Несколько коробок битого стекла в море выкинул, чтобы мы не ходили на этот пляж. И вот, значит, я смотрю, как всеми нами любимая Иринка куда-то звонит, прибегает этот ходячий кипиш, как я ее зову, и начинает снимать. А я тогда еще, ну, как бы был такой период в моей жизни, я вообще нигде не хотела светиться. Я достаточно была популярной личностью в своем городе. Поэтому мне, наверное, нужен был какой-то релакс, вот от этого отойти. Постоянно на виду, постоянно. Всю жизнь. Я когда с внучкой иду по городу, и я все время: здравствуйте, здравствуйте. И моя внучка это: Галечка, откуда ты их всех знаешь? Я говорю: половину моих клиентов и покупателей, потому что у меня в жизни было 2 крупных бизнеса.
ателье и магазины. И вот, а половина это дедушкины сотрудники. И я, правда, может быть, немножко устала от того, что вот когда я приходила там в блестящей юбке на съемки, все говорили, ну уж за молоком в таком виде. Ну, я реально должна была всегда безупречной быть. А здесь-то я уже объясняла, почему, понимаете? Курортный город, идут все как красотки. И ты присоединился. Прошу прощения, я ушла от темы. И вот этот ходячий кипиш пришла с камерой снимать прибегает на пляж и снимает этого товарища, который высыпает эти осколки. Не, это именно видео, это не я была сняла. Я пришла уже снимать полноценное видео, как Ирина рассказывала. Именно осколки не я сняла. Не ты сняла, разве? Не. И я все время от камеры пряталась. Ага. Ну, видишь, я могла... Ну, видишь, хорошо, что ты меня поправляешь, потому что я была уверена, что это ты. Не, я пришла снимать уже Ирину и Виктора, как они рассказывали об этом всем. Ага. Вот. Ну, поскольку я все время пряталась от камеры, я не запомнила, кто снимал так уж четко, тем более, когда видишь человека первый раз. Да. Вот. И так вот мы с тобой познакомились, да? Да. Слушай, как интересно. А потом я подошла к тебе и сказала что-то там... В море мы плавали, да. И ты меня спросила, не хотела ли бы я сняться у тебя на канале? На канале, да. Дорогие подписчики, так, у нас Галочка сегодня в гостях. Если что, пишите вопросы. Запись будет в прямом эфире завтра. Я оставлю наш завтра будет. А пока сейчас у вас есть возможность задать вопросы Галочке. Так что, ну, кто, конечно, не уследил, они не переживут того, что Галя была в прямом эфире и с ней не поговорили. Вот. Ну, буду пока я задавать вопросы. Давай. Слушай, а вот как твоя семья относится к тому, что ты вот снимаешься, мелькаешь везде? Превосходно! Когда мы вчера собирались сделать прямой эфир, у меня внучка прибежала бегом, все там это пишет мне. Ну что, вы уже там усаживаетесь? Вы где? Вы что? Я говорю, Януся, мы перенесли на утро. Она посмотрела там свой график. Ой, я буду в это время на работе. Я сегодня уходила, говорю, ну ты просто включи фоном, да, работай себе и поглядывай, слушай. Я говорю, да ты не переживай, он уже будет в прямом эфире. Нет, ой, ну в смысле, записи. Да. Я хотела посмотреть. Моя семья, сын смотрит, но все время говорит, мамулечек, ты на меня не обижаешься, что я не комментирую? Ну, пусть комментирует, пусть. Так, понимаешь, в России это надо через VPN, и он не всегда хорошо подключается. Ну и потом он мужчина. Занят, я знаю. Да? Ну, первое, что он действительно очень занят. Ну, понятно. Вот. А второе, то, что он все-таки... Ну, я думаю, мужчины в этом плане вот не все такие раскрепощенные, что прям комментировать. Ну, мне так, ну, по крайней мере, мой такой. Он посмотрит, мамулечки напишет. Да, это нормально, когда вот, ну, как бы, ну, то есть так себя ведут, да, действительно. Это нормально. Вот. А так что если мне Вика скинет какой-нибудь фрагментик, чтобы они могли просто посмотреть. Допустим, я по WhatsApp им скидываю, они мне пишут. Да. Гордятся, что я у них такая смелая. Да. У Гали в ее городе был бизнес, да, скажи, вот ты вещами торговала, да, такими красивыми? У меня был, да, европейская одежда «Сток». Если кто не понимает разницы, я вам скажу. Так, что такое «Сток»? Ликбезик маленький. Значит, это одежда, которая... Вот, например, я всегда так говорю. К примеру, я 20 стран объехала, и всегда меня эта тема очень волновала. Торговля – это прям мое. Похвастаюсь, вот я, когда летом приезжаю в свой магазин, оставшийся один, я выручку поднимаю в 10 раз. Я вижу, что человеку предложить.
какая у него талия, какие у него ножки, насколько это можно оголить, какая, извините, грудь, что можно, допустим, ну, что-то ведь и неприемлемо, ну, Да. на худенькое это будет смотреться, а уже 54 размер это не будет. Я тонко, простите, так хвастаюсь вам, чувствую, что человеку предложить. Если человек пришел за одной футболкой, он уйдет с полной сумочкой. Мои продавцы всегда говорят: как у вас так получается? Но если вы за футболкой, а я к вам, к этой футболке и шортики, и юбочку, и брючки, и все это идеально подходит, ну, если человеку кошелек позволяет, то почему нет? Еще вернусь к тому, что такое сток. Наверняка, вот кто был в Европе в магазинах, вы не увидите, чтобы они торговали, ну, остатками шортов, тут же повесили шубы, тут же у них футболки, тут же теплые свитера. Такого не бывает. Да. У них этот товар собирается, непроданный. Они в определенные места этот товар сдают. Может, меня кто-то и поправит не в прямом эфире. Вот, но я эту тему изучала, поверьте, досконально. Я была за границей на 2 семинарах, я тему знаю от и до. Вот. Я открывала 28 магазинов на эту тему, начиная с 2000 года. Я говорила Вите, ни за что я на эти темы говорить не хочу, но она же... У нее талант, девочки, у нее талант. Она как-то так скажет. А как не ответить? Я привыкла, я человек бизнеса. Я привыкла четко вопрос-ответ. Вот эта четкость, которая в бизнесе. Вот почему с такими успешными, классными людьми очень легко дружить? Потому что с ними очень все понятно, легко, без эмоциональных качель, все доступно и все гениально просто. И с ними просто делаешь дела. Легко, приятно и качественно. Да. И вот, а с другими у них, знаешь как? Заходящая луна, восходящее солнце. Ну, я романтик, знаешь, ты же какой. Я еще не все сказала. Ретроградный Меркурий, сдохший пес. Понимаешь, и все, жизнь прошла. Так мы все романтики в душе. Но надо же дела делать. Вот смотрите, еще отвлекусь на одну тему. Вот это моя отрицательная черта. Но я возвращаюсь, у меня хорошая память. Смотрите. Ну вот как бы в отношениях, давайте, эта тема, она мне не так близка, как товар и сток, но я все-таки вставлю свое мнение. Смотрите, говорят, вот сейчас коучи говорят, вот мужчина вам написал, вы ему не отвечайте там полдня. А я не могу, у меня выработанная привычка. Ну, не так много мужчин мне пишут, но, ну, сами понимаете, ну, в Египте не может быть, что не пишут. Ну, такой вопрос. Но, знаешь, если мне лично мужчина не ответит полдня, то, скорее всего, на следующий день ему уже не надо отвечать. Что ты, у меня нет таких мужчин. Сейчас очень много вот таких коучей, знаешь, коучей. Каждый второй коуч, и он будет руководить твоей жизнью. Как бы тебе влезть под кожу, чтобы руководить твоей жизнью, блядь. Ну-ка. Так а что, не получается? Нельзя материться. Я знаю, что нельзя, но это так надо тут. Я тебе не разрешаю. Я изучаю уже, видишь, качество. Вижу качество. Ой, смотри, только что сделала скриншот, зачитаю нашу тему. Давай. Нашу тему, смотри. Нас учат, как зарабатывать миллионы и сдохнуть морально по дороге. Как всю жизнь худеть, как не орать на детей, как не развестись, как x3, 6, 5 умножить на котангенс. А надо жить в моменте, как уметь радоваться тому, что есть, и при этом стремиться еще это улучшить. Без надрыва и выгорания. Как находить час свободного времени, чтобы послушать тишину и себя. Как перестать тревожиться и отпускать ситуацию. Как перестать равняться на других и идти своим уникальным путем и быть счастливым. 500% согласна. Понятно? Да. А тут, блядь, каждый... Да то так что? Такое? Только вспоминаю слово коуч и сразу матерюсь. Перестань материться. Ты знаешь, как я не люблю. Все, я знаю. Давай, любимая, говори. Я считаю своим огромным достижением, что я научилась жить в моменте. Просто огромным достижением. Это работа над собой. Перестать особенно, отпустить прошлое. Это главное. Это главное. Да. Вот вспоминать
из прошлого такие приятные моменты, которые прям вознесут тебя Да. в мыслях, в приятных. Я научилась, кстати, это меня вот Леночка, психолог, моя хорошая Наша, девочка, да, научила, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Вот этим главным моментом. И я вот впервые в этом году только поняла, кто-то мне сказал, у тебя цикл 8 лет. И я не буду перечислять, что у меня произошло, но когда я стала разговаривать и говорю, вот через 8 лет это произошло, через 8, это через 8, я вот сюда переехала. Она говорит, так у тебя цикл 8 лет. И реально вот в этом году я поняла, что я вообще все старое отпустила. Да? И я не хочу об этом ни думать, ни вспоминать. И мне хорошо здесь и сейчас. Супер. Но этому надо учиться. Это надо в себе воспитывать. Класс. Да, это просто так легко не дается. Не дается. И вот эти вот слова, ты мне не сказала, кто это написал, это прям вот просто я тебе пришлю. Это подписываюсь под каждым Я люблю словом. собирать такие вот хорошенькие вот эти... Да, Виктория много мне скринов посылает, но те, кто следит за ее каналом, все знают, что я в последнее время отвечаю вообще практически каждому. Я только хейтерам не могу ответить одномоментно. Я все равно сначала это где-то вот сожмусь в комочек, вот прям вот это вот. Я понимаю, что они меня хотят там поддеть там за что-то. Ну, за все, что попало. За одежду, за то, что я там руки не так сложила. Ну, в общем, все подряд соберут, лишь бы меня чем-то зацепить. Я не могу им сразу ответить, потому что мне надо обдумать. А вообще там мне давно когда-то очень умный человек сказал, боже, какой у тебя скорый ум. Да. Вот, и я, конечно, я-то пытаюсь в себе до сих пор все время развивать. Ну, понимаете, потому и в 75 тебе говорят, как 75? Ну, потому что вот, да, надо работать над собой. Все мозг, да, правда? Надо работать над собой. Мозг стареет, и человек уже все, правда? А когда мозг в тонусе, у нас еще 250 идей. Короче, нам нужно жить с Галей 350 лет. Ничего не успеваем. Ой, многовато. 350. А знаете еще, что я вам расскажу? Смешное. Вот иду по улице и смотрю, женщина, явно моложе меня, ногами шаркает, в какой-то юбке 70-х годов. Привет. Тут поздоровались уже с нами Белла Акимова. Привет. Вот. Пишите вопросы, если что, галочки. Это как бы будет крайне редко прямые эфиры, да, Галюнь? Только что говорила, что ты не отделаешься редко, теперь говорит редко. Не, ну с тобой же не каждый раз. Ради вас я согласна на все. Ну, все. Да. Вот. И когда я вижу, вот человек уже не следит за осанкой, не следит какой... Мне прям хочется плечи распрямить, шаг ускорить. Нет, я не сдамся. Так что, девочки, стареть не будем ни за что. Ни за что. Но для этого всегда надо... Я приезжаю, когда в Россию, меня сын с невесткой всегда отправляют сдать анализы. Он смеется и говорит, мам, у тебя анализы лучше моих. Ну, это еще и жизнь на море. И, как я говорю, если у меня была дача, на которой я просто до упаду работала, потому что я люблю, если ту работу, которую я делаю, я ее очень люблю. Любую работу. Я всегда шутила, это у меня очень старая поговорка, я всегда говорила, дурака работа любит, а дурак работу хвалит. Это про меня. Я люблю все, что я делаю, и я делаю только то, что я люблю. Но я реально
первое сначала выражение. Я продолжу про сток. Давай, продолжай. Так вот, вы не увидите Галина в магазинах. красотка. Галина как рекетер сегодня одета. Смотри, тут Рекетер. цепочки, все. Это не рекетер, это же этот, Да супер. который на мотоциклах гоняет. А, да? О, елки-палки. Ну ты вообще раздень меня сейчас до купальника. Галина, приятно смотреть на вас. Вы встречали, Спасибо, дорогие. тебе написали, вы встречали энерговампиров? Ой, Тут их 80% в Хургаде. Приезжайте, коучи и вампиры. не пугай. Как не пугать? Здесь так много хороших людей. Много, их, что ты, Я не много. общаюсь с такими. Ну так, я же блогер, я же смотрю на все вот так вот, Я как есть. понимаю, но тебя же, ну хорошо, а как не блогер? Вот я не блогер, я Да. просто обхожу таких людей стороной. Кто меня хочет понятно. зацепить больнее? Вот понимаете, мне такой бальзам на душу ваши все комментарии. Девочки, родные мои, вы мне самооценку так подняли, которую, может быть, кто-то и пытался все время закопать. Привет девочкам из Здесь, Витебска, Ольга Парижанская. Так, здесь вампиров много, почти 80% вампиров. Вот. Ну, а ты скажи, а что? море и солнце, оно дает, ну, как бы такую зарядку? Дает. Вампиры Просто дело в том, что отдыхают. у нас есть свое личное общество. Ну, вы же видите многих на канале. И мы общаемся, мы любим друг друга, уважаем друг друга. И если как бы знакомим, вот меня Галочка познакомила с Еленой, с психологом, очень приятная женщина, умная. С Кристиной. Да, с Кристинкой познакомила, да, сейчас Кристинка, весна вселит в нее как бы вдохновение, и она снова выйдет в эфир. Вот. Тут много людей, но просто то, что они там, их надо тяжелее найти, но так же всегда. Ну, да. Те же прут, понимаете, да, им ну, нужен да, ресурс, ну, они да. прут. Галина, где вы научились шить и где берете идеи для вдохновения? Ёлки-палки. Послушайте, я портная в 6-м поколении. Представляете? Можете себе представить? Это то, что вспомнила мамочка по рассказам бабушек, дедушек ее. Представляете? А может и еще больше. А мой сыночек, представляете, до армии шил себе сумку, я ее все еще храню. Она шикарная. Она из брезента, но не такой, какой мы привыкли традиционный брезент видеть. Он шил на машину тент, остались куски, он синего цвета, и он такой с пропиточкой, он не такой традиционный, как мы привыкли брезент видеть. И он всю ее прошил красным кантом. Жалко, я не в России, я бы вам ее на эфир принесла. Это шедевр, это просто с большим опытом портной. Не знаю, труда бы стоило так сделать. Вдохновляюсь я так, смотрите. Когда-то было невозможно достать журнал «Бурда». И вдруг меня там знакомят через несколько человек с киоскером. Я ей сказала, если хотите, я вам буду шить. Это было 81 год. У меня моя самая старая бурда. Я их храню. Сейчас она изменилась. Бурда, они вообще стали по-другому все делать, технологии. Вот. И я ей стала шить, а она мне доставать этот журнал. Ей давали на киоск 2 журнала, и она бедненькая не знала, кого бы ублажить. То ли себе оставить, то ли что. Вот. Но, смотрите, как было в моей жизни. Я вот смотрю и говорю, так, тут, значит, лацкан вот кругленький, а я, пожалуй, сделаю остренький и удлиненно. И вот, я вот, это чтобы у меня на серединку уходило, то есть, ну вот я такая от наоборот, понимаете, от обратного, если правильно, наверное, сказать. Это моя просто вот фишка, я прям терпеть не могу где-то что-то повторить. Поэтому я всегда, вот у меня есть одна приятельница, мы завели такой разговор как-то, про баклажаны, как их правильно делать. Я говорю, а я вот так делаю. Я еще морковочку, еще перчик. Она говорит, морковочку с баклажанами нельзя.
Я говорю, люди придумывают рецепты. Да. Они же не спустились к нам с небес вот только так и никак иначе. А почему я не могу быть тем, который будет придумывать рецепты? Я, конечно, спасибо моей породе. Не хочу так громко говорить, но по-другому не скажешь. Я одаренный человек. Простите меня за это. Я с лучших побуждений это говорю. И поэтому я все придумываю сама, в том числе фасоны. Но вдохновляюсь я просмотром показов мод, допустим, крутейших дизайнеров. К примеру, там Гуччи, вот всего такого, Валентина, все знают эти бренды. Вдохновляюсь я, да, но я все время говорю так. Вот у них юбочка короткая, но поскольку мы тут в мусульманской стране, зачем я буду делать короткое, хотя иногда я себе позволяю такое за колено, скажем так, за колено, а при ходьбе это получается четверть колена оголяется немножечко, когда идешь. То есть я это тоже учитываю. При ходьбе всегда поднимается вещь, потому что ты же в движении. Вот. Спасибо за вопрос. Он для меня такой прям животрепещущий. Поделилась с вами, что я портная в 6-м поколении, как я вдохновляюсь. Я шить безумно люблю, правда, при этом глазки, конечно, я малость уже себе подпортила. Поэтому стараюсь я шить в дневное время. И уже сейчас подумываю, возможно, у меня такой столик переносной есть, возможно, я даже начну шить на балконе. Но у тебя темновато дома. Да, понимаешь, когда-то произошел такой момент. Пригласила я в гости пару одну с пляжа и говорю, обожаю свою квартиру, все так продумано, такой хозяин у нас умничка. Единственное, что мне не нравится, где ресепшн, спальня с балконом, а ресепшн темноват. И он мне говорит такие слова. Погоди, это было лето, жара, погоди. Вот наступят холода, ты так оценишь свою квартиру. И правда, что у меня только 2 окна в шахту, то есть света недостаточно, но тепло. Я до декабря, до декабря я сплю под простынкой, в декабре я только достаю одеяло. Так да что, ты что? Да. Квартира очень теплая, поэтому... И еще тому, чему я научилась, хочу сказать. Это мне тоже Леночка в свое время сказала. Она говорит, научись себе вот так вот. Вот это не очень мне нравится. По квартире, да. Зато у меня это хорошо. И это реально, это так работает. Что-то вам в жизни не нравится. Найдите то, что этот минус, скажите, а зато это-то, пусть это минус, но это-то как классно. Так что это я еще раз Яночка говорю. Пишет, моя любимая звезда, люблю тебя. Ты мой сладкий. Саша С. О, красавица. Да, рада видеть вас, и мы вас рады видеть. Ольга Макаусова. Галина, очень приятно смотреть на вас. Вы мотивируете на активную жизнь. Эфиры с вами смотрю с большой радостью. Пусть у вас все будет хорошо. Повезло Виктории иметь таких подруг. Да. Послушайте, да. Как мне это приятно слышать, девочки мои. Вопрос. Ирина, бывает ли вам грустно, как вы с этим справляетесь? Бывает, когда надо больше шить, а не успевает. Я кофточку свою жду.
Слушай, а я заказала держатель себе и галочки. Ой, это смешно получилось. Держатель такой классный. Ну, я же очень много всего покупаю для съемок. И у меня еще такого держателя не было, который там вот так фиксируется, так, с разных сторон. Он такой, знаете, как лампа, такие рычаги, и крутится вот тут в разные стороны. Я заказала себе, галочка говорит, закажи и мне тоже, чтобы она там тоже могла вот смотреть фильмы, когда шьет. Да, конечно! Я тебе уже сказала, какие фильмы! Там вот это вот в лапке, вот такое вот на 2 миллиметра окошечко, я глаз не отвожу, чтобы строчка была один в один. Слушать другое дело. Да, слушать. Иногда мне хочется что-то записать. Подожди, да. И вот, и значит, дома лежит, я говорю, Галя, бери кофточку, будем делать бартер, как бы, потому что там та же стоимость. Она мне шила кофточку, а я вот ей не... Шьет еще. Смотрите, у меня же есть чем я мотивирую. Смотрите, я говорю, кофточка, у вас поле черное, поле на ней черное, на ней леопардовые пятна. Вы ее увидите на Виктории. Значит, а все, что черное, я в день могу шить мало. У меня, уже начинают побаливать глаза, когда я много вот в это маленькое окошечко в лапке смотрю. И я ей говорю, ты ее все равно еще не оденешь. Тебе зачем меня обязательно мучить? Твоя кофточка будет твоя, даже не вопрос. Да. Очень оригинальный фасон. Я миллион раз с ней его обсудила. Смотрите, девочки, я пришла к такому выводу. Значит, всегда, причем это работает всегда, то, что дико круто смотрится. Вот я даже как-то раз, прям не отрываясь, смотрела на Леру Кудрявцеву. У нее, значит, все оно шифоновое, а рукав просто вот такой дикий, и он вот так стоит. И я себе говорю, час съемки можно выдержать в таком рукаве. Туда безумно дико стоячую сетку вставить, чтобы он никуда не падал. Съемку это можно выдержать. Но пойти в нем ходить полдня невозможно. Пойти в ресторан, это мучение. То есть вещи, и я такой вывод сделала. Если это круто, безумно красиво, это не факт, что это для жизни как бы подходит. Поняли мою мысль, надеюсь, да? То есть, или ты шьешь себе то, что смотрится на экране, или ты вещь для жизни шьешь, это разные вещи. Вот сейчас мы ей шьем вещь, и там... Скажи, вещь, а потом еще пиджачок надо пошить, и еще платье. Пиджачок это ты недавно придумала. Да. Это была юбочка, но ткань не кроена, она решила пиджачок. Пиджачок такой будет элегантный вообще. Да. Там кружевное полотно плотное, как будто это бабушка крючком, ниточкой, сороковочкой вязала. Такого качества. Но она плотная, форму держит. Это мы с ней взяли остаточек и думали, что взять. Потом... Думаю, ладно, если она все-таки передумает, я у нее выкуплю эту, потому что это остаток. Пишет Виктория, как дела у подписчиков из Англии? Она же должна уже приехать. Как раз сегодня ей отрезают часть лица, часть кожи, подтяжку делает. И руки такие секреты, звезда. Так она рассказывала. Она рассказывала, ты про Виду или про кого? Про Виду, что она едет. Виду. И я вчера ее спросила, как дела. Она говорит, как раз завтра у меня операция, вот сегодня. Так что вот сейчас она придет в себя, мне отзвонится. То есть руки отрезают и лицо, часть лица. Я тоже хочу. Тебе не надо? Надо. Не. Что ты, это резать себя. Так вот, боюсь. Так зачем? Вон плавай, иди. И не поправляться, и все. Да я не поправляюсь. Ты не поправляешься, ты супер. А Вида поправилась, раньше она была такая в теле, а потом похудела, и все висит. Она же озвучила, что откуда вот я не знаю, она же озвучила, что она... И вот сейчас она в Турции режет уже, там, она туда ездит резать систематически. Ой, я бы тоже хотела, но я боюсь.
Ну, на самом деле я замечала, да, когда ты плаваешь регулярно, кожа подтягивается. Видимо, она вообще как-то напитывается, во-первых, водой, я так думаю. Ты же не стоишь целый день под душем, правильно, чтобы кожа напиталась? Галина, вы прекрасно выглядите, красотка. Спасибо. И душа она тоже Спасибо. такая же красивая. Да. Это, я не помню, это еще в моем юношестве кто-то говорил такую поговорку, какой, говорит, ехал, такую посадил. Так что, Да. конечно, Виктория старается около себя, несмотря на то, что такие люди, допустим, которых ножами там резали, а их надо тоже в эфир, некоторые любят, но Белла, она собирает около себя хороших да. людей. Белла Акимова, ответьте на мой вопрос выше, пропустили. Можете повторить? Повторите, я не могу его найти. Конечно, отвечу, у меня никаких секретов нет. Про энерговампира вопрос был какой? Белла, напишите еще раз. Так, дорогие подписчики, у нас в гостях Галина, которая Мерлин Монро, которая шьет красиво. В общем, красота. Мне так нравится Мерлин Монро. Да. А на улице так даже стали называть Да? некоторые. Видишь, как хорошо? Ну так, а что ты думаешь? Нет, это мы пошутили. Что-то мы были у меня дома, и я ей говорю, мне муж говорил, ну это я и в эфире говорила уже, Мерлин Монро и тот же номер бюстика. И как это Мерлин Монро мне приклеилась. Ну, так, Вилма, доброе утро, любимые девочки. А я Вилму знаю. Она с Латвии или с Литвы? С Литвы, по-моему, да, Вилма? И да, с Литвы. И она приезжала, вот, по-моему, где-то месяца 2 назад или 3 с подругой. Дайна, по-моему. Вот, мы с ними общались вот на Мамше. Вот, Вилма, помню вас, помню, есть такие подписчики, но вот они постоянно пишут, приезжают, там, встречаемся, но их немного, но есть несколько человек. Очень приятная, красивая женщина, и внешне, и внутренне прямо светится. Спасибо. А какой у вас вопрос был, Белла? Я отвечу. Да, но я не вижу. Про вампиров мы ответили, что здесь 80% вампиров, пока дойдете до дома, могут съесть. Ну, мы не сдадимся. Еще будут смс-ками добивать вас. Вампиризм же разные бывает. Ну, скажите еще раз. Белла, задавайте вопросы, Белла. задавайте. Галя, когда у тебя день рождения, скажи? Я по гороскопу Овен. День Когда? рождения у меня 19 апреля. Вот. Кто интересуется нумерологией, это я по нумерологии я единица. 19-го ты? Да, 19 это цифры эти складываются, это будет десятка. А десятка не считается, считается единичка. Да. Ты, короче, командир, да? Ой, второе это карта императрица, боже мой. Ну, всё. Император, неправильно сказать. А я отшельник, учитель, отшельник, наставник. Я правда отшельник. Любящий людей отшельник. Так, вот вопрос. Добрый день. Угу. Татьяна Харлова. Добрый день. Не всегда удается посмотреть видео, но как появляется время, смотрю. Виктория, как вы находите для себя, как вы находите для своих видео собеседниц? Прям разные варианты. С Галочкой мы общаемся очень давно, она уже есть в команде. Вот, это уже актриса известная, да. Часть моего канала. Так же, как Ирина, так же, как Глафира. Глафира сейчас занята, занимается своими делами. И Вероника, и Вида, мои вот дорогие девочки. Остальные люди, они должны что-то нести человечеству. Так как нахожу? Порой да случайно, они можно сами сказать. на меня сваливаются, чтобы вот. Даже они меня находят порой. По-разному. Есть люди ценные, которые вот. Ну вот мы просто плавали в море. Да. Она мне говорит, вы не хотите на канале сняться? Я говорю, ой, нет. Да? А потом как-то побольше, Ты так не отказала категорически, да? Ну, я сначала, ты понимаешь, я тебе говорю, я устала от публичности вообще-то в свое время.
Галина пишет, Белла. Галина, у меня была подруга, если, конечно, так можно сказать, так негативила в мой адрес, а потом такие ужасные вещи сказала. Я молчала, не знаю почему, как мне вернуть ее негатив. Мы не общаемся. Так вы будьте счастливы. Вы будьте счастливы, и все, оно ей само, жизнь сама вернет. Что касается меня, я просто отхожу от этих людей, когда я понимаю, что я тоже. Одни отрицательные эмоции. Я тоже, я просто отхожу навсегда. Для того, что их переучивать не надо, это их стиль общения, унизить, укусить. Это их жизнь, они не могут по-другому. Да, а на этой энергии они как бы растут, просто отойти. Вот, просто отойти. Просто не вспоминать, вычеркнуть ее из вашей жизни, и все. Соскучилась. Вилма, я тоже соскучилась, вспоминаю, как вот мы сидели, общались. Вы очень милая. И ваша подруга, Дайна. Напишите вопрос, да. Вопрос выше задала, ответьте. Так повторите его не могу найти. Может, система его не пропустила. Повторите вопрос, я его не вижу. Его просто нету. Ну да, это же еще и YouTube должен пропустить вопрос. Может быть, вопросов пошло слишком много и не все пропустилось. Повторите вопрос. Галочка, как тебе мой шарфик? Все в тему, мне очень понравилось. И шапочка красивая. Я бы сюда кисти сделала. И чем длиннее, тем лучше. Сейчас это вот очень модно. Кисти, да? Вот прям вот такущие кисти. Слушай, да, я чувствую, что-то не хватает, знаешь. Да. Привет, Привет, девчонки, поддержите. Муж бросил 4 раза, четвертый раз готовлюсь к разводу. Господи, я всех поздравляю, знаешь, поздравляю, когда разводятся и их уволили с работы. Не бросили работу, а их уволили. Я всегда поздравляю, люди так на меня смотрят, говорят, Виктория, ты, блядь, у меня стресс. Ну что? Не матерись. Это понятно. У меня стресс, а ты поздравляешь. Я говорю, просто тебя жизнь выталкивает на другой уровень. Ты в какашках пригрелась, так бывает порой, в какашках пригреешься. Кажется, тепло, и уже привык к этому запаху, а жизнь понимает, что достойна лучшего, поэтому поздравляю вас. Давайте быстрее ускоряйте и приезжайте к нам. Послушайте, вот как я считаю, что вот это вот опять же работа над собой, сказать себе, что жизнь меня готовит к чему-то лучшему, а я рыдаю. 4-й раз бросить. Да, мама дорогая, да вам даже во второй не надо было идти, так, понимаете? Что это самое? Привет из Башкортостана, Уфа. Долго не ловил YouTube, наконец вас опять увидела. Очень хочу в Египет. Девочки, вы молодчина, красотулечки. Ну, VPN скачайте и смотрите. Как это нас не смотреть? Вы Нет, что? У меня сын тоже порой VPN не может подключить. Белла Акимова, легко сказать, у меня ее колкости в ушах стоят до сих пор. Такой падлой оказалась. Родная моя, да плюньте вы, не представляете, вы же понимаете, что она падла. Знаете, есть еще такая техника. Ну, во-первых, смотрите, чтобы вам сейчас станет легче. Во-первых, вы же понимаете, какой ад у нее в душе, раз она такие вещи говорит. Вот мы чем делимся с Галочкой с вами? Чем-то приятным, классным, потому что то, что у нас в душе. Мы сегодня начали разговор, я говорю, Галя, боже мой, у меня хочуха, все хочу, вот такого размера. Нам суток мало, жизни мало, в общем, ничего не успеваем. Я говорю, я хочу и то. Галочка на меня смотрит, говорит, и я вот так вот все хочу. Нам не хватает суток. И мы собираемся, чтобы поделиться с вами чем-то приятным, классным, таким. Слушай, давай еще латте закажем. Нет, я не буду. Не будешь, там много, да, перевозбудимся, да? Надо водички попросить, давай. Чай тогда. Чай? Ага. Давай рассказывай. Кто скажет, кто их позовет? Где-то есть кнопочка? Ты что, в реанимации? Не, ну же есть кнопочки, где это самое. Давай, не теряй мысль. А эти люди, которые пытаются уколоть это все, это же, ну это просто, знаешь как? Ну это быдло. Вот оно такое, знаешь, говнистое, несчастное. Вот оно такое ходит, мучается по жизни. Кого бы там оплевать? Да, вы же поймите, это же, следите за своими мыслями. Это же,
Тут вот в Хургаде столько таких, и вообще в жизни вот таких столько, что это же можно умереть, если на это обращать внимание. А ты себе ходишь на солнышко, смотришь, в душе теплота, радость, счастье. Таких много, вот таких ущербных. Это ущербные люди нереализованные. Я тебе так скажу, ты просто, может быть, в силу того, что ты делаешь все время, ты среди людей, ты делаешь эти съемки. Я не вижу таких ущербных. Ну как не У видишь? меня нет в моем Вот окружении их таких полно, людей. да, вот. Ну, у меня нет просто. Я даже я не вижу, я не общаюсь. Я вот этот весь мусор, который ты порой собираешь на канале, я только вот тут и вижу их. Я не вижу вокруг себя. У меня все очень порядочные, умные женщины. Да, Я да. даже поражаюсь, ну, как бы у всех свои обстоятельства, как они тут оказались. Да. Вот правильно говорят, Белла, не надо возвращать негатив. Надо выйти и взаимодействовать. Если возвращаешь, ведь вы же, когда хотите вернуть, вы же думаете о ней. То есть вы ее мысленно подпитываете энергией. Вообще не думайте Да, о ней. думайте, Вообще. фокус внимания. То есть вы берете фокус внимания, смещаете на что-то, и все. И все. Вот, я не знаю, у меня тут внимание, то есть нам с Галей не хватает суток, чтобы и то сделать. А ущербные люди ищут кого покушать. Нет, это вот прям мой вам совет. Вообще даже просто запретите себе ее вспоминать. В сутках должно быть 36 часов. Да. Точно? Да. Галя, требуй чай и воду. Идти? Hello, мистер! Ну, давай, сходи. С края. Позови сверху, они придут. То мы кофе выпили, нас уже это самое. Я воды хочу, Галочка чая. Я тоже просто отхожу в сторону от негативчика. Мое день рождения тоже единица, но мы одиночки по жизни. Я тоже одиночка, я девятка, я как бы отшельник, наставник-отшельник. Вот. Я прям это чувствую. Вот. Моя жизнь — служение людям. Ой. Да, надо отходить и все. Фокус внимания. Где фокус внимания, там ваша энергия. Знаете такой момент? Это я же не говорю, где я училась, когда жила в Москве. Я же не хвастаюсь, где я училась, с какими людьми общалась, не хвастаюсь. Потому что зачем? Это мои знания, это мой опыт был. И как бы я же не говорю, что там сейчас я вас вдохновлю, переделаю, сейчас крылья прицеплю и полетите. Я могу, кстати. Я когда тренировала людей, у меня 5 человек забеременела с диагнозом бесплодия. Представляете? Галя, ты знаешь, что я возвращаюсь к тренировкам скоро? Нет. Да, я буду тренировать онлайн. Молодец. А4 мы не знаем, мы знаем только про себя, про 4. У меня 9 июня день рождения, 9 я прям... Я не знаю, отшельник. может быть, На, цепляй. уговорила бы одну свою Что ты заказала? приятельницу. Чай? 2? Да. Я хочу воду. Не надо, иди скажи. Скажи воду и чай, я не хочу чая. Вот галочку гоняю. Так что... Знаете, секрет жизни в чем заключается? У вас должна быть мечта, цель, она дает энергию и бодрость. И второе, гоните от себя вот этих всех вампиров, вот этих всех, они знают, знаешь, что самое опасное в жизни? Те, которые знают, как вам жить, вот этих... Да, они советуют без спроса. У меня есть подруга, она говорит, чтобы от меня получить совет, надо очень долго меня просить. А другие, она психолог, еще и деньги платят. А вот эти советчики, которые знают, как жить, берете метлу и по голове от себя, и все. Виктория, я же молодая. Понимаете, здоровье разрушается от них. От них ничего не разрушается, если вы их не принимаете. Вот. Конечно. Одевай. Сказала чай и воду, да? Виктория, скажите, пусть лайки ставят. Ставьте обязательно лайки. Таким образом вы поддерживаете меня, мой канал, и кто-то другой еще увидит, и кому-то мы еще будем полезны. Очень много в жизни печалей, горести, что-то такого вот. Мои видео, вот наши видео, они порой человека хотя бы на 20-30 минут погружают в другую реальность, правда? Я так про столько не договорила. Про какой сток?
Я уже забыла. Это когда это мы уже перешли вот на Давай, на спасаем- ответы. на ответы. Какой Ну сток? просто неудобно же. Что такое? Ну это одежда сток. Тут у нас полно одежды сток, да. Ты это хотел? Нет, я просто говорила, что я была на семинарах, досконально знаю эту тему, и что сток – это то, что остается в магазинах, на складах, на фабриках. Вот сезон кончается, и это европейская одежда. О, супер. Да, давай чай. Шикарно. Супер. Так, Вот. Виктория, скажите, ставьте лайк обязательно, дорогие подписчики, пишите комментарии. Даже порой не важно, что вы пишете, но ваше внимание и ваши комментарии, они поддерживают наш канал. Ну а что? Вот сейчас Россия закрыта от монетизации. То есть меня, если смотрят россияне, они как бы, ну, что есть, что нет. То есть, и хотя бы просто ваш лайк и комментарий, привет, что-то будет иметь. Ничего, что мы будем тут болтать? А? Нет? У нас скоро час уже закончится. Ну да. Так, вот так вот. Так что вот такие вот дела. Да, скоро уже час, батарейка сядет, она больше и не выдержит. А сколько уже, Галя? Мы уже скоро час в эфире. Так что вот так вот. 5 минут осталось. 5 минут, да? Поэтому пишите, дорогие подписчики. Ничего. Так. Ну, задавайте еще вопросы, потому что все уже. А мы с вами знакомы, нет? Да? Мы с вами познакомились в кафе. Вы еще занимаетесь недвижимостью, да? Вот видишь, с девушкой уже знакомы. Да, точно. Кто тебя только не знает. Да, это мы в кафе Вся вон там. Хургада. Да нет, а как вся Хургада? Ты что? Да так. Не дай бог, чтобы меня вся Хургада знала. Это она в кафе сидела, и я подошла, думаю, какая-то девушка интересная. Вот. Это вы так работаете по кафе, туда-сюда, да? Да, я не люблю сидеть. У меня тюрьма. И я такая. Видимо, раньше наработали в закрытом помещении. Во-во-во. Это вот так бывает. Видите, тут вот приезжают люди, работают где хотят, то есть вот с большим таким удовольствием. Привет из зимней Финляндии. Готова 10 тысяч лайков поставить. 100 тысяч. Ставьте. Так, Украина, Галина. Радости вам, вы прекрасные, уважаемые дамы. Солнечного дня и вам, и нам. Да. Солнца всем. Спасибо, что вы есть. Релакс под музыку, когда требуется хорошая энергия. Подписана под саксофониста и скрипачку из Италии. Поделитесь потом под видео. Видео будет загружаться, завтра будет на канале. Вы даже себе не представляете, не можете, как моя энергия уходит, если получаю грязные сплетни о ком-то. Не хочу. Вот и не надо. Виктория, вы где берете положительные эмоции? Они у меня внутри живут. Солнце, да. Ну, я вот сейчас мой друг пошел на зарядку вот так вот в лес. Я говорю, так, включи камеру, покажи мне природу. Очень стала скучать по природе, Галь. Я бы сейчас вот так с снежками поигралась, побегала. У меня папа был такой. А со мной что произошло, я не знаю. Что? Вот я уже говорила, я молодая, 9 раз была в Сочи. И когда я сюда прилетела, и вот эта вот разница, допустим, тоже растительности, деревьев, и я понимала, что я в Сочи прилетаю и переключаюсь на что-то новое. И когда я впервые в 99-м прилетела в Хургаду и увидела эти пальмы, вот что-то во мне щелкнуло, и я вот прям обожаю я это. Я не скучаю. Мне моя невестка говорит, ну как без зимы? Да не скучаю я без зимы. А я скучаю. А я ненормальная, я не скучаю. Не, почему? Мне очень тут кайфовенько. Так, среди пальм. Вы даже себе представить не можете, как... Виктория, так, уже ответила. Расскажите, как насчет налога на телефон? Все нормально у вас с этим? Но нет. Сейчас будем... Это с 1 января началось. Сейчас 3 месяца пройдет.
вот в марте будет 3 месяца, и тогда мы уже можем сказать ответ. Специалисты как бы дадут ответ, а там они что-то будут делать, там как-то придумывать. Не, налог существует. Нет, но когда у вас один телефон, то никакого налога нет вообще. Ты уверена? Да, я изучала этот вопрос. Когда один телефон, налога нет. Я думаю, что они в Турции пошли. В Турции все то же самое. Да. Возишь телефон, если он куплен на территории Турции, Вот. платится очень большой налог. Слушайте, а вы хотите, мы с вами сделаем тоже видео? Ну, в другой раз. Сегодня, да. Да, смотри, как хорошо. Видишь, а вы говорите, где люди? А вот люди вот так, мы сидим, девушка пришла, вот уже мы с ней сделаем... Да, вы же жили в Турции, да? Вот второй раз мы уже с ней вот просто... Пересекаемся. Солнце падает мне в глаза, а вы как бы в темноте, я вас не узнала, понимаете? Вот, и уже вот Юлечка жила в Турции, вам расскажет в следующий раз, как и что. Не, телефоны через 3 месяца они будут слетать, и 40% там, да, где-то налог? Так если у меня уже телефон давно, Так давно это... и Нет, куплен он так не это- здесь, не, ну это понятно, но это вот... все равно будет налог? Не. Я думаю, что когда вы выйдете, и вы будете взлетать, скорее всего, с этого времени. Это я так предполагаю. Потому что если вы здесь остаетесь сейчас, и до момента введения этого закона, да, у вас будет телефон здесь сейчас на территории Египта, скорее всего, на вас это вот прямо сейчас не упадет времени. Нет. Как они выявляют эти номера и имеют, да? Я думаю, что это будет после 1 января фиксироваться. Посмотрим, я не знаю, пока что нет, ничего не платит, Да. ничего не приходит. Обычно вообще в Турции ты заезжаешь на территорию Турции, только представил Турции телефон, тебе приходит смс, что ваш телефон может работать на территории Турции 120 дней, до такого-то числа там пишется какая дата, а дальше вы уже будете платить. Сейчас там сумма 20 тысяч лир, это стоимость практически нового, нормального обычного телефона. Да вы что? Ставится на качество. Да, вот... Не айфона, конечно. Да. Юля нам расскажет информацию. Она долго жила в Турции, теперь вот живет в Египте. Мы с ней встретимся. Такая интересная девушка. Вот уже новый пассажир нашего поезда. О, как хорошо я сказала. Вот так, кто-то заходит на день-два, кто-то надолго. Вот виду сегодня режут нашего пассажира, режут в Турции. У нее есть хобби ехать куда-то и что-то себе отрезать. То живот отрезать, теперь руки, лицо режет. У нас есть такая знакомая, ей почти 70 лет, она в какого-то альфонса влюбилась тут и сейчас себя периодически режет в Турции. А разве она говорила, что она влюбилась? Ну, это не любовь, это эмоциональная зависимость, ну. Ну, тем не менее. Ой, Ну, я не все сюжеты смотрю. ну она это не рассказывает, я только что рассказала. Вот и делись с тобой. Так я ей говорю, с ним не надо общаться, она общается с ним. Так я что на ее стороне, я против вот этого всего. Она ее не называешь? Я же имен не называю. Конечно. А кто сейчас сказал Вида? Нет, ну так понятно, она сама все расскажет, Она, да. Все расскажет. Да, она не фильтрует. Виктория, расскажите, как насчет так. Виктория, не уезжайте из Египта, очень хочется с вами встретиться. Встретимся. А если уеду... Она если только на лето уедет. Да. Кто ее отпустит? да. Мы уже к ней привыкли. Да, будьте счастливы, дорогие, крепчайшего здоровья, долголетия. Галина, день добрый. Нелли Спасибо. Кирс. Вот, видишь? Ой, Нелечка. Вот. Нелечка. Солнце мое, обожаю твои комментарии. Елена Пашкова, у вас такая шапочка, вязаная. Вы тоже их продаете? Просто я поздно начала смотреть. Ну, шапочки пока еще не пробовала продавать, но продаю все. Все, что на мне, можете купить. Не, я шучу. Вот эта кофточка, это моя, я ее уже давно ношу, я ее не продаю. А так я могу все продать. Ну, очень хорошо подобраны цвета, мне очень нравится. Надо еще кисточки Я говорю, сделать. кисти обязательно. Сделаю. Задавайте вопрос. Если Вилма пишет, Мгм. если меня оскорбляют, я всегда отвечаю: твои речи тебе на плечи, и все, и пошла дальше. Очень мудро. Да, это же на самом деле, знаете как, можно человеку ответить, можно не ответить, а я порой просто наблюдаю за человеком, наблюдаю, чем он может со мной поделиться, и спокойно, тихо просто вот смотрю. Я просто не всегда люблю ругаться и хамить, мне не хочется.
Вот. Но если я чувствую такое настоящее презрение к человеку, то я ему дам понять очень жестко. Ну, что я не злая, а что я просто чувствую отвращение, что это не злость, это отвращение. Смотри, ну еще и разные ситуации. Или тебя просто где-то в очереди, где-то в транспорте кто-то тебе что-то сказал, совсем, допустим, ну, посторонний тебе человек. И другое дело, когда вот так с подругой расстаешься, что не сошелся во мнениях, она начинает тебя обижать, оскорблять. Вот. И это правда трудно забывается. Ну, я говорю, только работа над собой, все. Галина, вы молодеете с каждым днем. Вы едите молодильные яблочки? Моему сыну все время на работе говорили, в каком холодильничке мамочку хранишь? В одном из видео Виктория вставляла, где мы с сыном там гуляем. Он ко мне приезжал на Новый год. Это такая моя большая радость. Моя семья для меня это просто... Много раз задавали вопросы, как они относятся, что я так далеко. Так мы, знаете, можем с внучкой, допустим, болтать полдня. Она что-то делает, мне напишет я, то есть, ну там интервал минута. Да. Слушайте, в любой момент может закончиться трансляция, потому что мы столько уже болтаем, уже больше часа, Галя, представляешь? Ну так понимаешь, только вопросы пошли. А некоторые только Да, присоединились. а мы с уважением относимся ко всем комментариям. Да, ко всем. Я особенно. Она до 2 часов не спит, потом я ей пишу, а знаете, что у меня есть такая особенность, я просыпаюсь в 6 утра, Маркуса провожаю в школу, и мне нужно кому-то писать. И знаете, почему я Галю люблю, обожаю ее? Она утром встает, а мне нужно кого-то разбудить и уже... я проверяю. Начать взаимодействовать. У меня уже пошел мой творческий процесс, и мне нужно кого-то будить и идеи. И Галочка тоже встает утром, я ее обожаю за это. Но она порой до 2 часов говорит, Вика, еле проснулась, отвечаю до 2 часов. Я не могу не отвечать, я не знаю. Но я говорю, это опять же привычка бизнеса, выработанная. С 1981 года я предпринимателем была в России. Тогда был патент на индивидуальную трудовую деятельность. Да. Так, ладно. Я все жду, хотела им на улице провести прямую трансляцию тренировки. Но сейчас такой ветер, у нас такая холодина, мы сейчас вот скукожились и бегаем по Хургаде. Скажи, когда вот тут хоть ветерок холодный, нам уже кажется, что караул, правда? Так вот я говорю, во-первых, до декабря месяца я вообще под простыню спала. Нынче как-то немножко сместилось это время. Ну, или мне так кажется. Или уже где-то в душе ждешь весну. Да, ждем уже, что плавать, ждем. У меня есть костюм для плавания. Представляешь, такой утепляющий? Представляешь, Галь? Ласты у меня есть. Масок, наверное, 5 разных. Представляешь? Представляете, уезжать будет, всем все раздарит. Нет, я когда-нибудь же уеду, конечно, раздарю. Я все, у меня столько... Тут я... Никуда ты не уедешь. Да? Кто тебя отпустит? Ну, только на лето, Галя. Да. Только на лето, чтобы вот так вот. Так, ну что, еще по вопросику и все, наверное, да? Ну, просто у тебя если разрядится, что ты будешь делать? И попрощаться не успеешь. Не успеем, так что имейте в виду, если разрядится, то все. Да. Так, ну что, 30 человек, они только подошли все. С нами Галочка, сегодня Галина Мерлин Монро. Это шикарная наша женщина такая, я не могу сказать пенсионерка, потому что она в расцвете сил. Встает... Свои 75. Да. И, слушай, елки-палки, она меня один раз угостила вялеными помидорами. Боже, какая вкуснятина. Ну, елки-палки. Вообще. Так, мы вас любим, Зульфира Валеева. Мы вас тоже всех любим, поэтому бесконечно что-то выкладываем, чтобы с вами общаться. Какие-то темы более интересные, какие-то не очень. Вот понимаете, вот прям 3 слова, да? И насколько они греют душу. Да. 3 слова. Я сама никогда не скуплюсь на добрые слова. Я понимаю, мне это приятно, и я понимаю, что другому тоже, наверное, приятно, когда тебе говорят. Мне даже девочки писали в комментариях, хотим видеть только Галину, снимайте больше Галину. Представьте, какой бальзам на душу.
О, только Оля Поражинская. Ой, Галина красавица. Только пришли, что ли? Ёлки-палки. Спасибо, Олечка, спасибо. Мы уже собираемся это самое... Приятно. сворачивать. Ой, приятно, девочки. Видишь, как мы далеко? Процветание каналу. Татьяна Харлова. Ты уже запоминаешь, Да. наверное, их, Ну правда? да, да. Сколько градусов там сейчас? Сколько сегодня? 18? Я даже посмотрю, не поленюсь. Сейчас вам точненько все скажу. Так, говорят, в айфоне самое это. Ну вот смотрите, показывает только 15. Боже Но мой. на самом деле на солнце очень тепло. Видишь, целый день ветер. Сегодня будет самая большая температура после 12, это будет 19. Галя, когда потепление будет? Ну, потепление, вот смотри, завтра 18, потом 20, 22, 23, 22, 23, Уже 24 понедельник, в понедельник, вторник 24, среда Это снова ветер немного, означает, да? это ветер Ёлки. означает. Это, смотри, все солнечные дни. Да. Да. Где Это солнышко, четверг, всё да? Это солнечные четверг, дни, да? да. Ну, слава богу. Да. Так, Ну, на солнце все равно ты не понимаешь, сколько. Главное, есть ветер или нет, потому что на солнце все равно тепло. тепло. Да. Так, ну давайте, задавайте вопрос, надо будет в виде написать. Наверное же утром не делают операцию, правда? Почему бы нет? А что бывает утром? Конечно. А ну сейчас я напишу, что там все отрезала уже. Артистка. Вот артистка-то где? Да, это солнце дает вот эти улыбки, жизнерадостность. Солнце – это все. Не отвечает, пока не отвечает. Вот я задала вопрос, видишь? Да, наверное, на операционный стол не разрешили взять телефон. Ты кипиш, Да, кипиш ты ходячий. Если бы вы знали, какой у меня на нее поставлен сигнал, он мертвого разбудит, этот сигнал. Да, никакой романтики. И я ей это... Как-то она пришла, я говорю, пришли мне любое сообщение. Она мне смайлик посылает. Она говорит, какое сообщение я тут? Я говорю, ну смайлик пришли. И вот этот сигнал идет, какой я на нее поставила. Ну, считаю уже. так, Валентина Карпова, ты помнишь ее? Очень рада вас видеть, вы красотки. Задавайте вопросы, потому что сейчас уже закончится эфир. Я надеюсь, приеду к 8 марта. Да приезжайте, увидимся обязательно. По Виде соскучилась. Вида сейчас на операционном столе отрезает ненужные части на своем теле. Так это она так сказала. Говорит, хочу отрезать. Все равно. Ну зачем? Я бы, например, не хотела. Если я что-нибудь буду резать. Так она всем сказала еще, когда была тут. Да ладно? Ладно. Вот и сейчас она, чтобы все знали, что сейчас она вон не ответила мне, значит, на операционном столе сейчас ее режут. Так она сама такая, понимаешь, выдумщица, что ей надо резать что-то ради любви. Какой любви? Не, ну я уже на это 2 года смотрю и страдаю. Ну ладно. Ты же просто всего не знаешь. Так откуда я Ну а могу что это ты знать? думаешь? Я, кстати, не люблю никого ни о ком говорить. А я буду говорить, потому что ее Ну, спасать это твой надо. канал. Так а что, спасать надо? Это не только мой канал. Ты просто не знаешь всего, ее надо спасать. Ну ладно, она приедет, вы ей дайте втык. Так, ну купаться еще нельзя вроде. Да нет, Да купаются. почему я все годы, круглый год купалась? Почему нельзя? Как раз, например, я из Перми, у нас Кама не прогревалась больше 19 градусов, а здесь 24 зимой. Так как? Боже, зрителей добавляется только-то, елки-палки. А ну я сейчас посмотрю, сука, ну подержи, Галю, микрофон. Вот это подержи. Оно сейчас закончится. Стой ты, стой. Ага. Очень это самое. Посмотрите, какие я ботинка, дорогие подписчики. Замотала себя. Куда-то ты собралась в таких ботинках? Да. Я, кстати, почти в таких. Да? И я ногу еще выше могу задрать. Еще 43%, еще можно болтать. Что, на 2 часа эфир сделаешь? А где мой микрофон? Артистка, ты артистка. Палки. Сейчас мы еще Юлю посадим. Нет, с Юлей будет отдельный эфир. Тут у нас есть Юля. Давай уже следи за вопросами, новые подписчики Смотри, у тебя смотри, подключились. Смотри. Ужас!
Артист, Боже. я тоже так высоко могу. Да? Да. Так понятно, ты скажешь, Выше что... головы могу. Ну, так а почему бы нет? Ой, ой, нет, я так еще много не беседовала за один раз. Так, сейчас, подожди, соберу. Так, Галиночка, только ничего не режьте, вы и так красавица. Не буду, я Не-не-не-не. боюсь. Виктория, вы вяжете купальники, туники в сетку, топы. Купальники не вяжу. А что тебя останавливает? Да. Сегодня ты не вяжешь, а завтра Туники вяжешь. есть у меня, туники есть у меня. Купальники есть. можно вязать. Покажите в эфире, да. Понимаете, я, например, почему я не хочу резать, потому что я боюсь того, что получится хуже, чем, допустим, я есть. Да, не будет то, что мне не нравится, не буду показывать. У меня есть места, которые мне не очень нравятся. Но я говорю, ну, особенно, когда делают лицо, да, значит, если делать лицо, надо все тело делать. Потому что, ну, лицо молодое, а тело старушечье. Да. Во-первых. А во-вторых, вы посмотрите, сколько испортили знаменитостей. Тоже Алентову. Ну, что она сейчас похожа? Или Гурченко в старости. Да, морщин не было. Не было. А на что похоже лицо? Вот такие глазки узкие. Нет. Это Точно. страшно. Кому понравилась моя шапка, могу продать. Ну, новую связать, вернее. Новую связать. Так что это по поводу операции. Ну, каждый решает сам для себя. Да. Решает сам для себя. Знаете, что я уже тоже, по-моему, говорила, у меня на балконе несколько кустиков алоэ. Я разрезаю и лицо протираю алоэ. Потом у меня есть улитки, которые тоже Виктория показывала. Сейчас, правда, не выбираю время, но улитки вырабатывают огромное количество коллагена. Я тоже ими пользуюсь. Да? Да. Но как-то что-то вот прям вроде бы как бы все время что-то делаю. Посмотришь, ой, опять 4 часа уже. А уже после 8-9 я уже себе говорю, я могу делать, я очень люблю готовить. Вот готовить я хоть час ночи. А вот шить я уже, допустим, вечером уже мне сложно. Сложно, да? Ну, из-за глаз. Из-за глаз. Ну, понятно. Вот. Понятно. Увидела, что 44% и успокоилась. Можно еще сидеть. Да, можно еще сидеть. Давай вопросы проверяй. Девушки ответы ждут, а ты не проверяешь. Давай. Так. Дорогие подписчики, вот, кстати, у меня есть вопрос к вам. Напишите, вы любите длинные видео или короткие? Вот на 5 минут, на 10 или на 20, 30? Или часа на 2. Улитки бесполезны. Почему нет? Прям видно, абсолютно видно. Нет, не бесполезно. Ой, Виктория, ну вот, можете приобрести у меня, будет у вас память обо мне. Правда, я сразу скажу, я эти вещи связала своими ручками, поэтому они не могут стоить дешево. Ну, априори. Нет, кто готов покупать вязаную вещь, они понимают, что это труд, правильно, Галь? Конечно. Но. Это все равно, что как платье шить. Можно в магазине купить и на каждом третьем видеть это платье, а можно шикарную индивидуальную вещь иметь. Да. Да, если вы приедете в Египет, в Фургаду, здесь множество разных тканей, можете пойти с Галочкой, она поможет ткани, выбрать. Да. Я ходила с девочками. И может сшить вам шикарное платье, юбочку, будете одеты до конца жизни. Хорошо я рекламу делаю, Нет, правда? Хорошо делаешь рекламу. Дело в том, что, конечно, я не буду делать рядовую вещь. Мне это не интересно. Я хочу сшить и прям больше вас порадоваться. Да, больше вас порадоваться. Пишут, что улитки бесполезны. Почему нет? Я не согласна. Почему? Почему? Ты еще очень правильно питаешься, Галин, знаешь? Ну это да. Она орешки, то все. У меня орехи со стола не выходят. Если я понимаю, что времени много, а я вдруг думаю, что я хочу есть, я съем, допустим, 2 грецких орешка и все. Но у меня такой организм интересный. Я могу съесть конфетку, и на 1,5 часа голод
Удалить, да? Валентина Карпова. Мне нравятся короткие видео, длинные видео, не всегда есть время смотреть. Так вы можете включить Да, и не смотреть, частями. а слушать. Да, или частями я смотрю Убираете в кухне, моете посуду и слушаете. Правильно, Галёнь? Знаете, вот из нашего опыта мы как-то сняли что-то где-то 40 минут видео, где школа у нас, туда много что вошло, разных фрагментов. Ой, кстати, вы хорошие потягушки делаете. Девушка делает потягушки тут. Вот, а я вижу такие, ну, качественные. И точно скоро преподам вам целый курс. Буду, я не знаю, дома... На потягушке. Ты знаешь что, я просто включу дома камеру и сниму дома. Когда я буду ждать эту погоду, правильно, Галь? Включу дома. Вот. Тоже, да? И я тренер, представляете? У меня высшее спортивное образование. Я тренер я могу тренировать все, учитель как учитель физкультуры. У меня КМС по водному полу и КМС у меня по армрестлингу. И да, я чемпионка Москвы области по армрестлингу, руку сломала девчонке, а потом я ушла из спорта, потому что я ушла непобедимой. Я приходила на соревнования, мне потом медали давали, и я уже шла домой. Так 3 года. Да. Победа. Да, и получается, что тренировала я пилатес, лечебную гимнастику очень долго, там и йогу, и все. Я жила этим, а потом вот себя реализовала, и через какой-то момент мне захотелось чего-то другого. Вот. Да, я понимаю, что я все знаю в этой области, а сейчас вот хочу онлайн вернуться к тренировкам. Вот, так что вот так вот. Так что поэтому... Вижу, что вы... Давай, девочка. Так что, пока нету. Сейчас, Галюня. Видишь, где оно горит? Прямой эфир, видишь? Ага. Вот так нажимаешь и все. Грузится уже медленно. Да? Не видишь? Так это может потому, что тут. Быть. А ну посмотри на свой телефон. А, нет, вот есть. Угу. Короткий. Все, больше нет вопросов, да? Нету. Ну ладно. Ну вот получается из опыта, что длинные, там много интересного, и оно в разных сердцах свой отклик. Одного это задело, другого это задело. Ну вот мне показалось, что длинные видео все-таки... Ну я тоже иногда смотрю, останавливаю, что-то делаю, потом снова включаю. У меня целый день, слава богу, Wi-Fi неплохой. Целый день что-нибудь или коучей каких-то слушаю. Много сачу слушаю. Сейчас столько уже всего, правда? Можно получать информацию. Да. Главное было бы желание. Я от вас зарядилась положительной энергией на весь день. Правильно. Можете пересматривать видео, это включить и пересматривать. Завтра оно будет в загрузке. Галина, скажите, вы верите в бумеранг? Возвращается ли он? Обязательно. Обязательно. Я верю. Как говорит моя сестра, одна сказала, что я не верю в бумеранг, а моя сестра говорит, до нее просто еще не долетел. Да. Я в бумеранг верю, да. Поэтому надо, по крайней мере, понимаете, это вам дает понимание, что не думайте, что вы что-то делаете, и это будет безнаказанно. Даже вот с этой точки зрения, понимаете, даже если кто-то думает, что бумеранга нет, а если жить с этой верой, то ты с опаской будешь какие-то действия свои делать. Ну вот я так думаю. Я думаю, есть. Я спрашивала, как пользоваться улиткой. На лицо она ее накладывает. Я ее под краном мою, только у них там дыхальце. И не дай Боже, чтобы в дыхальце попала вода, потому что, надо очень аккуратненько. Я только руку, допустим, я не держу ее под водой, я только руку мою, вот это вот ее тельце мою, и потом просто на лицо. Я могу Викусе скинуть видео, я по первости очень много снимала этих видео, мне самой было забавно. Улитки у меня, наверное,
наверное, уже около 7 лет, я так думаю. Но первых улиточек уже нету, потому что мне их давали взросленькими. Уже умерли, да? Ушли в мир иной. Или ты их съела? Ну, ты ненормально, что ли? Но я есть видела... суп из улиток? Есть, Да. Галь? А я видела улиток, знаете где? В Чили, прям в живой природе. И вот я, например, кладу им, я даже иногда фотографирую, сколько я им дала еды. И утром встаешь, они ночные жители, утром встаешь, и тарелка пустая, понимаете? Они так много съедают. И когда вот эти полчища улиток они их там ненавидят просто. Да? Да, и когда эти полчища улиток съедают весь урожай, ну кто же их будет любить? А у нас-то они, вот я им купила большущий контейнер из Москвы, привезла, чтобы им там раздольно было. Каждый раз грунт вожу из России. Вот, кстати, я пишу себе всегда неотложные дела. Вот у меня сейчас грунт им поменять. Грунт из Неотложный. России надо? Ну, здесь его нет. Есть, можно купить. Торф. Торф, да, И да. для них там делается специальный. Все, я поняла. Мгм. Ой, спасибо вам, Белла, спасибо. Вам понравилась моя шапочка. Всем сегодня понравилась моя шапочка, Галюня. Да, ты еще говорила, хорошо в шапочке? Тебе очень хорошо. Вот мне не идет закрытые волосы, я не знаю почему. И платки мне не идут, бейсболки мне не идут. Я бы с удовольствием носила. И у меня есть. Померяю, и опять положила и пошла с простой головой, как бабушка говорила, с простой головой. Вы нам на Масленицу печете блины? А когда была А как же? Масленица? Начинается. Сегодня масленичная неделя началась. Так, мы еще не пекли. Надо печь. Хотите рецепт безумно вкусный? Смотрите. Яйцо в смятку, потом вилочкой, чтобы желточек прям жиденький был, вилочкой разминаешь, пока оно горяченькое, кладешь сливочное масло, солишь, перчишь, и блиночек этим намазываешь половинку и скручиваешь. Или можно вот так, конвертиком. Вкусно, безумно. Да. Это мои любимые блины с детства. Ой, написала Вилма, покупайте, девочки, Мгм. у Викули очень красивые вещи. Я купила вязаную сумочку, она очень красивая. Да, она и качественная. Будете носить, Вилма, и Да. вспоминать Египет и египетский песочек. Вот. Ой, да, что-то надо мне купить сковородку для блинов, такую, знаешь, широкую. А я, наоборот, люблю небольшие, потому что их удобнее переворачивать. Да, а я люблю Мгм. большие. Так вот закручиваешь, наложишь чего-то. Я понимаю, но это надо еще мастерски перевернуть этот блин, Ну, дорогая что ты, моя. я вот планирую научиться мастерски. Ага. Так, вы очень крутые, люблю ваш канал, Спасибо. и мы вас любим. И, собственно говоря, для вас Спасибо. и трудимся. Как же вы... Душу тут наизнанку. Да, душу наизнанку, да. Давай. Так, 34. Никто не уходит. Никто не уходит. Так замечательно. Только добавляются. Для тех, кто пришел, вот только зашел на канал, это Галочка, которая Мерлин Монро. Она сегодня в эфире прямом. Задавайте вопросы. Почему? Потому что это редко бывает так, что вот Галочка будет вот так вот отвечать. Поэтому задавайте Ну, вопросы. потому что, вот видите, хотели субботу, хотели воскресенье, чтобы выходные дни, а получилось так, что вот разные обстоятельства, и вот так и съехали на понедельник опять. Да. Съехали на понедельник, да. Мгм. Надо, конечно, как-то бы на субботу это все переносить, чтобы уже человек на отдыхе может посмотреть, себе позволить. Да. Так, ну что, больше нет ни у кого вопросов? Если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Мы еще будем 10 минут и хватит. Уже 1,5 часа в эфире, Галь, представляешь? Представляю. А ты загореленькая такая, хорошенькая. Я была 2 раза на пляже вот за месяц. Супер. 2 раза всего. У меня просто кожа восприимчива к загару. Так что вот. Так, есть у кого-то вопросы? Если нет, то мы будем с вами прощаться. Спасибо большое за рецепт. Обязательно попробую приготовить Правда блинчики вкусно, очень, по очень, рецепту Галочки. очень вкусно.
Мгм. Вот. Сейчас будем, да, надо блинчики, надо купить блинницу. Я давно хотела. Куда пойти приобрести блинницу, Галь? Я из дома привезла цепторовскую сковородку и все в ней Так делаешь. готовлю. Не нарадуюсь на нее. Галина, широкополые шляпы вам идут? Думаю, да. Вот шляпы широкополые идут. Очень давно вас смотрим. Если приехать, поможете снять. Ну да, у нас Вот есть... вы знаете, люди, сейчас будет освобождаться в марте квартира. Так прямо ее жалко просто освободить. Приятельница моя переезжает в большую. Всего 3000 фунтов. Представляете? Да, это кто? Да. Ну, освободится Ну ладно, эта ладно, квартира. да. Вы такие суперские, с вами Приятно. легко, хорошо, просто позитивно, будьте счастливы. Спасибо. Спасибо. Не, ну 3000 это такая редкость уже таких Да, квартир. конечно. Вот девочки. Да, это просто где-то так, а таких нет, но... Ну, она, конечно, студия, но для одного человека, ну, вполне. Викуся, вы своими видео заполнили все эфиры. Невозможно уже. Это как? Это Алекс, это мужчина вы, да? Мужчина? Это мужчина или женщина? У нас даже мужчина есть тут один. Замечательно. Не, у меня раньше было много мужчин, 60%. Я не знаю, что ты их всех Да, подшибала. а стало 14% мужчин в Ютубе. Скажите пример бумеранга. Так, а зачем это фиксировать? Оно все само случается, Понимаете, бумеранг. дело в том, что если Можно с рассказать кошкой, про это... можно, Галина, с кошкой. Это в следующем видео про бумеранги, это все, оно все Не, случается ну я без только вас. 2 слова скажу. Почему я не буду рассказывать про бумеранги? Это было не со мной. А если я передаю жизнь кого-то, для меня это сплетни. А больше всего я не люблю, когда сплетничают. Что такое бумеранг? Вот один мальчик смеялся над тем, что у меня, молодой человек подшутил надо мной несколько раз, что у меня плохое зрение. Его жена, когда рожала, она ослепла. Вот так. Вот что такое бумеранг, Вот. друзья. Вот. Это маленький пример, просто я не люблю в этом копаться. Да. У нас куча приятных вещей, о чем можно беседовать, понимаете? Миллионы, что мы еще не рассказали. Цены в евро или долларах. Нормальные квартиры тут от 100, наверное, 50, так вот, если порыскать. Да, а это получается $63 мы считали, всего $63. Но если мы ее в марте сдадим, никого не приведем, то всё. Это человек даже так, если будет ходить, он такое не найдет. Это нонсенс. Нет. Почему я об этом говорю? Потому что, может, твои подписчики же многие пишут, хочу приехать. Вот. Но если квартиру сдадим, ее не вернуть. Да, таких нет. Но просто, что они потом будут спрашивать такие цены, Нет, нету. таких цен нет. Это вот только когда ты знаешь эту информацию, да, мамочка. Я с вами хочу познакомиться. Хорошо, познакомимся, Алекс. У вас есть адрес, где находится растение Хургады? Без понятия. Знаешь, что нужно туда ехать? А я знаю, где. Где? Это по Аэропортовской улице, недалеко от Мадарас. Выехать на эту Аэропортовскую, но я только показать могу. Вот. Надо кого-то спрашивать. Есть питомник. А вы что, Алекс, тут живете? В Хургаде живете, да? Питомник там, типа питомника. Оптовая торговля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Считай уже, давай, звездочка. Да, вот я с вами хочу познакомиться. Хорошо, познакомимся, Алекс. С мужчиной. Мужчина, если пишет, для меня вау. Она радость. как раз не хочет египтянина. Да. Почему я не хочу? Потому что я хочу разговаривать на русском языке. Это переведешь, не переведешь, еще не так переведешь, еще не так поняли, еще можно поссориться. Сложно. И мой английский такой себе, так себе. Поэтому я хочу нормально разговаривать, а не вот там, где ты, туда-сюда. Это у меня подписчица, не подписчица, знакомая, поехала ездить с ним на отдых. Я говорю, как вы проводите время? Каждый сидит в своем телефоне. Я хочу с человеком беседовать, смотреть на море, беседовать, слушать. Я вот так люблю сесть на мужчину, смотреть и слушать. А чтобы мужчина мне что-то рассказывал, он должен много всего знать, интересного. А потом же надо еще языковой барьер преодолеть. Поэтому, это одно, а потом еще менталитет.
Да. То, что меня... ну, то есть это же очень много точек соприкосновений. Да. Мое, допустим, поведение может просто его элементарно раздражать, потому что он... У них так не заведено. Потому что он подумает, что я хочу задеть его эго. А я просто такой человек, я никого не хочу задеть. А он это подумает, ну что-то, ты что-то хочешь мне плохое сделать? Я не хочу, чтобы на меня эту паранойю транслировали. Юля аж закурила от моего монолога. Я шучу. Да, я шучу. Нет, ты правильно говоришь. Да. Правильно же, да? Конечно, проще, когда одного поля ягод. Одного поля ягоды, менталитет, сказка одинаковые, все. Я хочу нормально, без шутками, да. Когда ты переводишь, там смысл искажается. Вообще. Это русский анекдот, на английский перевести, это Не смешно. Ну, конечно. Так, а еще дело в том, что у них тут, они с другого смеются. Их шутки, они порой наши не понимают. А их шутки для нас кажутся такие, порой, понимаете? Зачем кого-то насиловать и врать кому-то, если это, нечестно? Алекс пишет, с удовольствием познакомлюсь, но я буду приставать к вам. Ой, а что в этом плохого? Да, приставайте с вопросами, да. Ой, Алекс, сколько вам лет, Алекс? Ой, Лана Солнцева, привет, Галина. Как вы считаете, можно ли родить 42-46, если уже есть повзрослевшие дети? Конечно, можно. Посмотрите, у одной моей здесь знакомой детям 16 и 17, и младшему ребенку год 9 сейчас уже. Она прекрасная мама. Она говорит, что я все упустила, все моменты со старшими детьми. Я сейчас проживаю с этим ребенком другую жизнь. Она такая заботливая. Конечно, если Бог даст. Конечно, даже вообще не вопрос. Это настолько все по-другому, на мой взгляд. Не можно, а нужно. Виктория, ваши видео смотреть всегда приятно, поэтому снимайте видео любой длины. Супер. Спасибо. Супер. Так, мы скоро уже 2 часа почти будет, у меня уже скоро рот перестанет работать. Нет, лишь бы вопросы были, потому что, а так... Мой рот, когда будет просто... отдыхать, твой то должен работать. Так я завсегда. Ты видишь, я на вопросы отвечаю. Полные ответы. Приятно, когда сразу обратная связь, но я говорю, что я на первые парочку видео. Сегодня, по-моему, у нас уже 8-е видео с моим участием. Да? Да, и я на первые-то вообще как бы и не заглядывала, а потом уже с 3-го я начала подробно отвечать на все вопросы. Потом я вернулась к первым 2, там все ответила. Иногда всплывают старые я видео. массаж губ делаю, представляешь? Я в эфире смотрю на себя, как я массаж губ делаю. Ужас. Хулиганка. А знаете, как определить людей-долгожителей? Как? По ушам. Уши большие. У тебя большие уши, Галь? Уж не маленькие. Нет, уж не маленькие. Так, хорошо, Алекс. Хорошо, встретимся с вами, пообщаемся. Сколько вам лет? Ишь ты. Ну а что? Ишь ты. Может, я в прямом эфире замуж выйду? Сейчас мою посуду, и Надежда Бородина. Боже, некоторые только дошли. Мы, знаете, какой вывод сделали? Что надо делать попозже. Потому что вот только люди начали просыпаться. Это мы тут с тобой 2 ранние пташки. Я ей говорила, это очень рано. Да, мою рано. А она меня утащила. А я в 6 утра встала. Да, Виктория, когда кругосвет по Египту, очень красивый вид, Северное Средиземное море, Марса Матрух, уже в эту страну открывают туры. Ага. Да, вот видите, закопалась в Хургаде, надо, чтобы какого-то друга заиметь. Ой, это я тебя так туркаю, Конечно, да? постоянно. Боже. Да ты что, серьезно, да? Галя, елки-палки. А я терплю.
На меня под столом случайно так ножкой задевает. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. В эфире не скажу, напишу вам лично. Хорошо, Ага. напишите. Ага. Какой у вас самый ближайший праздник в Египте? Скоро Рамадан. Рамадан 1 марта. Месяц. И мы пойдем с Галей куда? На вот этот шалаш, показывать Да. вам шалаш, еду. Да. У меня теперь есть этот, хотел сказать, телескоп. Как его, держатель, стабилизатор. Да знаю, что в Египте, дорогая, знаю. Ну, как вот вам пояснить подписчикам? Ну вот, Что? давай я скажу, как есть. Ну, говори. Просто многие подписчики думают, что когда ты ведешь канал в YouTube, у тебя капец деньги есть. Сейчас Россия закрыта. Чтобы куда-то ездить и снимать жилье, показывать вам какие-то места, нужны деньги. Ну, вот и все. Если вы вот как-то готовы присоединиться к тому, чтобы как бы благодарить меня, то есть не благодарить, а просто вы будете оплачивать вот это все, я буду показывать. Просто вот эти средства, которые мне дает YouTube, это, ну, как бы лучше не буду говорить, потому что вам станет печально и больно. Все впирается в деньги. Ну, Галь, скажи. Ну, конечно. Поэтому, если вы хотите, чтобы я куда-то поехала, как-то с вами договоримся, там, может быть, как-то надо организовать это все, потому что куда ни поедешь, везде нужны деньги. Вот, сказала, как есть, правильно, Галя? Ну да. А что, а как? Вы, наверное, думаете, что я ленюсь, не еду туда-сюда, не показываю, просто потому что я ленюсь. Нет, просто элементарно это все стоит денег, и чтобы вам показать какие-то места, ну, я же не поеду там сидеть как-то, вот, надо же что-то показывать. В любое место, куда бы ты ни поехал, чтобы что-то показать, надо, ну, это все... Хотя бы дорогу оплатить элементарно. Дорогу, ну, а как бы... дорогу, а спать, Тогда, какие-то что-то, какие-то места, понимаешь? На Дзене видео выкладывать? Не знаю, на Дзене, надо попробовать. Тут еще интернет, видео загружается по несколько часов. Видео на 20 минут загружается около 5-6 часов. О, да ты что? Да. Ничего себе. Так что вот такие моменты. И чтобы загрузить на Дзен, то этот Дзен, он должен быть открыт. Так невозможно закрыть и загружать, представляешь? Ну, мы сегодня много тем обсудили. Виду бедненькую 100 раз помянули. Лежит на операционном столе и кает из-за тебя. Да? Ну что, да. Да. Ничего не ответила мне, наверное, режут. Так, ну все, буду заканчивать. Если вы желаете как-то вот нас поддержать, отблагодарить и поддерживать, вот в каждом видео есть всегда, я оставляю координаты, там, карточки, куда вы можете как бы выразить, где вы можете выразить свою благодарность и поддержку. Ну, а я эти деньги отработаю. Вот, так что, пожалуйста, с удовольствием примем от вас благодарность, пожалуйста. Все, дорогие подписчики, будем с вами прощаться, потому что у меня уже перестало ротора почти 2 часа. Видео загрузится на YouTube завтра, наверное, аж после обеда, потому что тяжелое. Ночью мы не замерзаем. Нет. Так, У меня квартира как здоровье у Валерии? Валерия уже бегает, радуется жизни, все отлично, все хорошо. Так. Попробуйте там не... Так. Хорошо. Все, тогда обнимаем вас, до скорых встреч и всех благ вам в жизни, да? Да. Все. И побольше позитива. Побольше позитива. Опа. Ленечка, держи, зайка, держи, я пойду отключу.